Израиль бомбит Сирию, в прямом эфире наносит удары по зданию Генштаба сирийской армии и по президентскому дворцу. Трамп хочет купить территорию Армении, тот самый Зангезурский коридор, и это, конечно же, угрожает интересам России. Ну и самое главное, в США угрожают Путину и советуют ему позвонить Аятолле Хаменеи, лидеру Ирана, и узнать, что будет на 51-й день после ультиматума Трампа. То есть намекают на удары США по Ирану, прямая угроза нанести такие же удары по России. Здравствуйте, с вами Дмитрий Никотин, и у нас очередной выпуск с разбором главных событий в мире и аналитикой по ним. Начинаем. То, что происходит в Сирии, напрямую затрагивает интересы России. Интересы России, наличие баз в Сирии, и, конечно же, это часть большой современной геополитической шахматной партии. Каждая фигура на этой шахматной доске влияет на общий ход игры. Что произошло в Сирии на этот раз? Коротко восстановим хронологию событий. После того, как к власти пришли террористы из Хаят Тахрир аш-Шам, это группировка, которая признана террористической в России, которая также была признана террористической в США, по сути является так называемыми прогрессивными джихадистами. Потому что как только они пришли к власти, ее лидер Аль-Джулани или Мехмед аш-Шара переоделся в костюм, немножечко подбрил свою бороду и стал выглядеть как типичный ближневосточный светский лидер. Но сути своей, конечно же, он не поменял. И поэтому после того, как они немножечко укрепились, как получили поддержку со стороны Запада, а он уже встретился с Трампом, с Макроном, после того, как он получил поддержку от Турции, конечно же, дипломатическую, признание, он встретился с Эрдоганом, недавно он присутствовал в Азербайджане, они продолжили резню в Сирии. И Запад молчит. Я вам больше скажу, мы тоже, по сути, не осуждаем то, что там происходит. Практически. Сначала они начали разбираться с христианами и алавитами, устроили самый настоящий, еще раз, геноцид. Дело в том, что Сирия – это не монолитное государство. Есть община крупная алавитов, там, где находятся наши базы. Это также этноконфессиональная группа. Есть крупная община друзов на юге Сирии. Это также этноконфессиональная группа. То есть они не исповедуют ислам суннитского или шиитского толка. Это своеобразная религия. Также в Сирии есть курды, хоть они и мусульмане, сунниты, но они, конечно же, не хотят иметь ничего общего с террористами, арабами и из Средней Азии, которые составляют большую часть войск аш-Шары. И, кстати, да, конечно же, в его подразделение входят турки в том числе. Я об этом сегодня тоже буду говорить с конкретными примерами. И когда он пришел к власти, да, режим Асада пал. Кстати, Асад, я напомню, и его отец держался на алавитах, сам будучи алавитом. Они ставили их на силовые ключевые должности, спецслужбы. И когда режим пал, конечно же, что стали делать те, кто считают всех остальных кафирами и неверными? Они стали их просто истреблять. То есть самый настоящий геноцид. Христиан, алавитов и теперь на очереди друзы. Но с друзами не получилось. Попытка была какая? Увидев то, что произошло ранее с христианами и алавитами, что никакого серьезного осуждения со стороны мирового сообщества не было. Ну, конечно же, немножечко все так сказали, что давайте там потихонечку. И они просто уменьшили количество кадров, которые вываливались в сеть. Они отправились на юг, то есть к друзам. Граничит, естественно, этот регион с Израилем. И друзы живут в том числе и в Израиле. И смотрите, что произошло. Вошли войска Хаят Тахрир аш-Шам группировки в Сувейду. Сувейда – это крупнейший город друзов на юге Сирии. Вот посмотрите кадры.
Вот он вот так вот саблей махал. Знаете, в чем проблема? По городу разъезжала машина с громкоговорителями, которая транслировала аят из суры Аль-Маида со словами «отсекут им руки и ноги». И вот так вот саблей махал один из террористов Аль-Джулани. Они зашли в больницу, я в телеграм-канале публиковал неприятные, естественно, кадры. Вырезали всех в больнице, начались столкновения. И Израиль поддерживает друзов. Не только из-за соображений гуманизма, сколько из своих геополитических интересов. Израиль действует в интересах еврейского народа. И он понимает, что те, кто пришли к власти в Сирии, своей целью ставят уничтожение еврейского народа. Это просто следующий этап. Поэтому Израиль нанес в прямом эфире нового сирийского ТВ удар по зданию Генштаба. После этого Израиль нанес удар по президентскому дворцу, бывшему дворцу Асада, где, видимо, периодически теперь располагается Аль-Джулани. И, конечно же, таким образом, вместе с действиями друзского ополчения, которые стали давать бой ХТШ, им удалось освободить Сувейду. Трусливый Аль-Джулани, еще раз, вот я напомню, как он сейчас выглядит, выступил с заявлением, что, конечно же, мы не хотим воевать с Израилем, и принимаю решение, что власть в Сувейде будет находиться под контролем друзов, то есть что они не будут брать под контроль эти города и территории. Конечно же, он испугался, но здесь гораздо страшнее выглядит то, что американцы вступались за Джулани, что в ООН не Бензи у нас осудил удары Израиля по Сирии. США, обеспокоенные ударами Израиля по Сирии, уже работают над решением этого вопроса, заявлял госсекретарь США Рубио. Чем обусловлена наша поддержка таким образом действий сирийского, скорее, руководства, чем израильского? Общий гуманизм или комплимент американцам, поддержка американцам? Скорее, второе. Но я вам сразу могу сказать, они это не оценят. И можно сколько угодно думать, что, поддерживая американцев в ближневосточном вопросе, не имея каких-то карт на руках, с ними можно договориться. А карт на руках у нас нет. Давайте будем реалистами. Судьба наших военных баз в Сирии сейчас зависит не от нас. Если вот Аль-Джулани отдаст приказ взять штурмом эти базы, то мы ничего не сможем сделать. Если эти действия будут согласованы с американцами и с турками, мы ничего не сможем с этим сделать. И поэтому нам приходится вот так вот наблюдать за тем, что происходит. Другое дело Израиль. Израиль не сильно переживает, будучи американским союзником, что про него подумает Трамп. И поэтому он плевать хотел на мнение ключевого своего союзника. Потому что для Израиля на первом месте национальный интерес. Не личный интерес политика, не бизнес-интересы. Как зайдет бизнес, кто получит какие заводы, какие инфраструктурные объекты кому перейдут, что лучше договоримся и будем зарабатывать деньги. Нет. У Израиля есть простая задача, еще раз, выживание в кольце врагов. И если Израиль считает, что нужно даже наплевать на своего союзника, то он это делает. И он понимает, что американцы от этого не перестанут его поддерживать, потому что американский геополитический интерес сосредоточен в том числе на использовании Израиля на Ближнем Востоке как копье против Ирана. И Израиль этим пользуется. То есть он может себе позволить, понимая, что в приоритете уничтожать и сбивать спесь с Аль-Джулани, иначе следующий будет Израиль. Израиль сразу же, пока был кризис в период захвата власти, уничтожал сирийские ПВО, зачистив себе возможность потом бомбардировкам Ирана. Ну и, конечно же, сейчас он продолжает уничтожать сирийскую военную технику и создает буферы. Конечно же, давайте вернемся снова на карту. Один буфер — это голландские высоты. Вот вы можете увидеть недалеко от Сувейды, если мы будем двигаться на запад. То есть вот юг Сирии, смотрите, зеленая область. И еще одна зеленая область, где также проживают друзы. Это зона как раз-таки
чуть севернее Голландских высот. И контролируя Голландские высоты, Израиль может просто артиллерией обстреливать Дамаск, столицу Сирии. Вот так вот очень просто действует Израиль. Создает буферные зоны, поддерживает национальные меньшинства в Сирии. По сути, в интересах Израиля и в наших интересах был бы распил Сирии, а уж не делать заявление о территориальной целостности Сирии. Нам нужна была бы Алавийская народная республика, Израилю нужна была бы Друзская народная республика, и вот так вот, еще способствуя появлению Курдской народной республики, мы могли бы попилить Сирию и таким образом сохранить свои военные базы. Но это не в интересах Турции. Для турок, например, курды – это главная угроза, потому что если у курдов появится свое государство, то они будут поднимать вопрос, чем борется Эрдоган, независимости курдов в Турции. Вообще, турки проводили очень жесткую политику ассимиляции. Они всех в Турции объявили турками. Очень, кстати, такой подход-то эффективный. И говорят, вот есть только турки, других как бы здесь нет. Они не особо-то там с нацменьшинствами бодаются, какие-то там привилегии им дают, создают какие-то им там республики. Никакой нет курдской автономии. И они, конечно, понимают, что пока было вступление Швеции и Финляндии в НАТО, им нужно было по максимуму воспользоваться, чтобы выбить структуры курдов, которые осели в том числе и в Скандинавии. Вот так вот действует государство в своих национальных интересах. Теперь по поводу турок, да. Вот смотрите, это заместитель министра обороны новой сирийской власти. Стоит в Аль-Джулане. Первая фотография. Сейчас для кого-то будет удивление, очень много. Вторая фотография. Это же он стоит с Девлетом Бахчели, лидером турецких националистов. А теперь внимание. Это же он, Девлет Бахчели, вместе с Эрдоганом и с картой Великого Турана. Пантюркская идеология и тюркский мир. Карта, где не только территории Турции, Азербайджана и Средней Азии, но и территории России, Поволжье, Татарстан, Самара, там, в том числе Ульяновск, они этой картой себе приписали. Территории, кстати, которые идут и в Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая. Вот это карта тюркского мира. Все это только доказывает то, о чем я вам много раз говорил. Их интерес распространяется намного дальше Сирии. Еще раз. Вот эти люди. Заместитель министра обороны Сирии, турецкий националист, он же получает поддержку от главного турецкого националиста Девлета Бахчели, который является лоббистом пантюркизма и находится в коалиции с Эрдоганом. И здесь же вы можете увидеть, где этот же человек, здесь он помоложе немножечко, находится в группе азербайджанских сепаратистов Ирана. Я напомню, что в Иране проживает до 15-20 миллионов азербайджанцев. Там есть иранский Азербайджан. И они поддерживают там сепаратизм так, чтобы они отделились от Ирана, используя, естественно, Азербайджана и пантюркского мира. Вот так вот все просто. Кого нужно поддерживать нам? И с кем нам нужно выстраивать взаимоотношения на Ближнем Востоке? Просто предопределяет все нас к союзу с Израилем. Но тупик ситуации в том, что мы в союзе с Ираном. А Иран и Израиль главные противники. Вот в чем беда, что мы вынуждены поддерживать, по сути, Иран, который находится с Израилем, мы не можем договориться с Израилем, но Израиль соответствует нашим общим интересам борьбы с радикальным исламизмом и джихадизмом. И пантюркизмом в том числе. Потому что очень много ваххабитов из Средней Азии находились в войсках Аль-Джулани и находятся там пока еще. И даже когда они попытались устроить очередную резню в Сувейде, были кадры, где в плен взяли русскоговорящего ваххабита. Откуда? Из Средней Азии, конечно же. Они говорят на русском, потому что какой у них еще язык самый простой для них межнационального общения будет? Там у ваххабита из Казахстана, там и у ваххабита из Таджикистана, например. Они говорят по-русски. Вот и все.
Ну что ж, поэтому здесь ситуация такая, что Израиль пока сдерживает и будет сдерживать Сирию, а значит и будет сдерживать Турцию. И слава богу, что, опять же, это будет в определенной степени сковывать турецкие силы, частично. Но что мне еще не нравится? Мне не нравится, что Трамп поддерживает идею передачи Зангезурского коридора Азербайджану. Вот смотрите, я напомню, что за коридор, очень важный коридор. Сейчас я вам тоже карту найду. Итак, вот, напоминаю, что это у нас. Американцы предложили взять в аренду на 100 лет Зангезурский коридор. Это коридор, который связывает Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой. И таким образом с Турцией. И, конечно же, американцы, кто делает это заявление? Почему я говорю, что в интересах Турции? Заявление и предложение взять в аренду Зангезурский коридор на 100 лет предлагает посол США в Турции Том Барак. Понятно, да, замысел? Что он говорит? Азербайджан с Арменией спорят из-за этой дороги, но это совсем не шутка, это продолжается десятилетия. И вот Америка приходит и говорит: хорошо, мы возьмем это под контроль, отдайте нам эти 32 километра дороги в аренду на 100 лет, сказал Том Барак на брифинге 11 июля. По данным источникам Middle East Eye, изначально идею, чтобы коридором управляла частная компания, предложила внимательно Турция. Однако армянская сторона там, воспротивилась и так далее и тому подобное. Но это пока она воспротивилась. Посмотрим, к чему это в итоге приведет. То есть турки договорились с Трампом, чтобы Трамп их поддержал в вопросе экспансии Турции в сторону чего? Средней Азии. Им же не нужен этот коридор просто так. Им нужен этот коридор, чтобы связать сухопутным коридором Азербайджан и Турцию, или Турцию или Азербайджан, и значит, следуя этой карте, через Каспий выход в Среднюю Азию. Логистика. Войны идут за транспортные маршруты. Войны всегда шли, или битва всегда шла за выход к Балтике, за проливы Босфорские, да, пролив, за Суэцкий канал. Войны идут за контроль маршрутов, поэтому так важен, да, там Тайвань, потому что, контролируя Тайвань, ты контролируешь все побережье Китая. Поэтому такую, скажем так, пакость для американцев создает Йемен. Потому что это через Красное море проход в Суэцкий канал из Индийского океана, да. Здесь как бы все это угрожает нам напрямую. Еще раз, вот эта карта, вот этот транскаспийский коридор, который нужен туркам. И когда, например, Азербайджан и Казахстан начинают проводить совместные военные учения, когда Азербайджан показал свое истинное лицо всем гражданам России, потому что многие же скептически относятся ко всему. Разные зрители, я знаю, кто-то доверяет мне и моей аналитике, кто-то скептически относится. Я много лет рассказывал про пантюркизм, рассказывал про то, что на постсоветском пространстве у нас нет друзей, кроме Лукашенко, и то с определенными как бы оговорками. То есть мы должны действовать не как Советский Союз, как будто вот постсоветское пространство все еще наше, а мы должны действовать как Израиль, когда мы в кольце врагов находимся. И в любой момент нам наносятся эти удары в спину, делаются эти подлянки. Далее, следующая тема у нас, то есть вот мы рассмотрели с вами Ближний Восток, рассмотрели с вами Закавказье, то, что происходит, к чему все это может привести. И посмотрите, что делают американцы. То есть я писал еще 1 мая, вот у меня была публикация, когда Уолтс покинул пост советника по нацбезопасности после скандала со сливой переписок по бомбардировке Йемена. Слив был переписок, что там бомбим, они там эмодзики ставили в сигнале в мессенджеры, там огонечки, классно, вот вдарим по Йемену. В итоге Уолтса пришлось отправить там послом в ООН. И эту должность отдали Рубио. И Рубио в своих руках сосредоточил он очень много власти. И еще раз, 1 мая я пишу, что в частном своем канале, как бы у меня аудиовыпуск на тему «Почему это плохо для России?». Вот прошло несколько месяцев, и сегодня выходит публикация в издании The Telegraph, солидное издание, которое со ссылкой на свои источники объясняет, что причина смены курса Трампа в том числе
Марко Рубио, который получил очень много власти. Ну, те, кто подписаны на мой закрытый телеграм-канал и слушали этот аудиовыпуск, они знают. Я объяснял, в чем причина. Рубио — это, по сути, не политический реалист. Он неоконсерватор, ему можно отнести к этому крылу. И буквально недавно в выпуске я тоже вам объяснял, что принятие решения Трампа по новому курсу против России — это всегда совокупность факторов. Это и дело Эпштейна, и влияние советников, в том числе Рубио. И Келлог, который сейчас находится в Киеве и выступает в качестве ПВО буквально, потому что Киев активно мы не бомбим, пока он там находится. Он посещает заводы по производству беспилотников. Трамп рассказывает, что вот скоро патриоты отправятся на Украину, и европейцев потихонечку начинают нагибать по тратам, по покупке американского оружия для Украины. Да, многие там сопротивляются, но не переживайте, денег они насобирают с Европы. И нам нужно понять сейчас тоже, что вот с американцами, как бы мы ни хотели, чтобы договориться, да, с американцами, нам придется от многого отказываться. Нам придется отказаться от Ирана, нам придется отказаться от Китая, а мы не можем пока от этого отказаться. Если бы мы были крепкие, сильные, если бы мы могли не зависеть от поставок энергоресурсов в Индию и в Китай, другое дело, но мы зависим от этого. Мы просто сразу же, вот почему эти санкции так грозно звучат, если бы Трамп смог их реализовать. Я рассказывал, что шансов на это очень мало. Потому что он понимает, что если бы он смог отрубить нам продажу нефти и газа в Китай и в Индию, все, наш бюджет затрещал бы по швам, и долго мы бы просто не выстояли. Поэтому он пугает этим. Другое дело, что я практически уверен, что он не сможет реализовать эти угрозы. Но в его понимании ему говорят, ну это же жесткий механизм. Да, давайте им вот поугрожаем тогда. А потом посмотрим, что будет. И когда я подчеркивал также вчера в выпуске, что он и туркам ничем угрожать не будет. Ну вот мы видим, что также я в своем телеграм-канале публиковал, в Турции говорят, что их эти пошлины не коснутся, потому что турки покупают наш газ, они в том числе выступают в качестве еще транспортного хаба в Европу, Южный поток. Поэтому, конечно же, Эрдоган с Трампом тоже уже договорились, да. Но что нам нужно здесь как бы понимать, что если курс в Вашингтоне будет задавать Рубио, а не Венс, вот смотрите, вице-президенты в США по-разному наполняют эту должность в зависимости от персоны. То есть вот, например, при Байдене Камала Харрис, она была вице-президентом, чтобы выиграть выборы. То есть взяли чернокожую женщину в избирательную кампанию Байдена. Для чего? Для того, чтобы победить Трампа. Вот она свою функцию выполнила, реальной властью она как бы в итоге не обладала. Бывают такие вице-президенты, что они очень много на себя берут. То есть практически становятся такими серыми кардиналами при президентах США. Конечно же, Венс не может быть серым кардиналом при дееспособном Трампе. Трамп, он слишком, конечно же, яркая, сильная личность, чтобы отдать там много власти вице-президенту. То есть вице-президент не обладает формальной властью, и только через какие-то каналы он может неформально использовать свою власть. То есть, например, он там председательствует в Сенате в американском. Его голос может быть решающим в случае, когда вот голоса распределились 50/50. В случае смерти президента или импичмента вице-президент станет автоматически президентом. Поэтому у тебя как бы власти много, огромная власть, но в случае какого-то вот экстраординарного события. Но он может быть вице-президент как бы советником президенту, он ему помогать должен. Но Венс, он на вторых ролях сейчас. Трамп обеспокоен был его растущей популярностью, его здравой позицией. И Трамп, он доволен работой Рубио, поэтому Рубио становится все влиятельнее. Рубио сейчас фактически как Генри Киссинджер, который совмещал должность госсекретаря США и советника по нацбезопасности. Поэтому пока не изменится влияние Рубио на Трампа, хороших новостей не будет с этого трека, с американского. Скандал с Эпштейном, со списком Эпштейна, сам Эпштейн-то уже в могиле, он-то тоже в США продолжается. И Трамп уже теперь, человек, который ранее называл список Эпштейна главным доказательством такой кризиса нравов в демократическом истеблишменте, уже говорит о том, что это фальсификация Эпштейна, что радикальные леваки-демократы играют грязно.
Вот. Очередной обман мы назовем фальсификацией Джеффри Эпштейна. Мои бывшие сторонники ввязались в эту чушь, попались на удочку. Чокнутые леваки обманывали их 8 лет. То есть, кто смотрел предыдущий выпуск, я объяснял, напомню, что Эпштейн, миллиардер, который организовывал поставки несовершеннолетних проституток для американской элиты. Сам Эпштейн повесился в камере, однако на записи, которую опубликовала ФБР, пропала 1 минута. За это время в камеру мог кто-то зайти. ФБР объяснило тем, что в этот момент камера перезагрузилась, поэтому эта минута на записи и отсутствует. Они не опубликовали запись изнутри камеры, а снаружи дверей, да, внутри как бы камеры нет. И, конечно, Трамп, когда он в избирательной кампании обещал опубликовать список, кому же все-таки Эпштейн оказывал эти услуги, он, конечно, получил огромное количество голосов и поддержки. Так же, как и на теме Кеннеди он играл, что он рассекретит архивы Кеннеди, и все, наконец, узнают. Все же ждали, что вот ЦРУ причастна, Deep State причастен к убийству Кеннеди. А в итоге вышел пшик. Да, мы из архивов много что интересного узнали, но то, что ЦРУ причастна к убийству Кеннеди, доказательств там не было. И вот со списками Эпштейна такая же история. Много чего наобещал, потом Маск заявил, что Трамп сам может быть в этих списках. Алекс Джонс, Марджори Тейлор Грин, Такер Карлсон, Беннон, все призывают опубликовать списки. Я рассказывал, что министр юстиции вообще говорила, трамповский министр юстиции, что эти списки у нее на столе, но в итоге ничего не опубликовали. Маск эту тему поднял, и вот теперь Трамп говорит, что вообще это все фальсификация Эпштейна. Обратите внимание, какой прием он использует. То есть они придумывают такой яркий термин, как бы клеймят. Вместо списка Эпштейна они пытаются заменить и говорить фальсификация Эпштейна. Вы увидите, как в ближайшее время из каждого там утюга и Трамп в своих речах он будет говорить там фальсификация Эпштейна, так, чтобы у всех в голове запечатлилось вот именно этот термин, чтобы перебить таким образом тему со списками Эпштейна. Ну и новость из разряда новое достижение Дональда Трампа, за что он должен получить Нобелевскую премию. Трамп заявил, что теперь Coca-Cola будет использовать в напитках настоящий тростниковый сахар. В своей публикации он заявил, что разговаривал с Coca-Cola, видимо, с бутылочкой, о том, чтобы использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США. И они согласились это сделать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решения в Coca-Cola. Вот такое вот очередное достижение Трампа. Трамп, кстати, да, он обожает колу, у него даже в Белом доме есть в овальном кабинете специальная кнопочка, где он нажимает, и ему приносят баночку колы. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. За всеми новостями и событиями обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Дмитрий Никотин Телеграм, в любой поисковик, в Яндекс или в Google. Ну а на Рутубе, если вы смотрите на моем официальном Рутуб-канале, обязательно нажимайте кнопку в топ, ракетку, реакции. Это помогает выводить видео на платформе по показателям. Спасибо всем за поддержку. Берегите себя. До новых выпусков и до новых встреч. С вами был Дмитрий Никотин.